Китайская медицина включает в себя множество методов диагностики, но самым культовым и самым сложным считается, по моему мнению, пульсовая диагностика. Как по мне, единственный реальный способ научиться через пальпацию определять один из 28 видов пульса – это опыт. Опыт или в клинической практике, или же через тренировки на специальном пульсовом тренажере, который, однако, можно найти только в обучающих учреждениях или университетах. Так как 13 глава «Желтого императора» была посвящена пульсовой диагностике, то я решил сделать видеоразбор видов пульса. Эти виды пульса будут соответствовать современному их описанию в учебниках диагностики ТКМ, по которым я сам обучался в университете в Тяньцзине. Для лучшего понимания я предлагаю рассмотреть пульсы с точки зрения 8 принципов Баган Бианьжин, которые являются основой практически всех синдромов ТКМ, а именно внешнее, внутреннее, холод, жар, пустота, полнота, инь и ян. Поэтому начнем с поверхностного пульса Фумай. Нужно иметь в виду, что у здорового человека пульс составляет от 4 до 5 ударов на вдох, вроде этого. На картинке изображены 3 уровня пульса – поверхностный, средний и глубокий. Поверхностный пульс ощущается при легком касании, при сильном нажатии исчезает. То есть при легком касании есть полнота, а при сильном есть недостаток. Также поверхностный пульс еще называют плавающим пульсом, так как пульс плавает словно дерево или легкая лодка на поверхности воды. Соответственно, означает поверхностный синдром. Грубо говоря, его можно нащупать при начальных стадиях заболевания. Он относится к яньскому пульсу среди сезонов к осени, среди органов к легким, так как они самый слабый орган и патоген часто в первую очередь атакует именно легкие. Стоит отметить, что поверхностный пульс может быть нормой у худых людей с слабой мускулатурой, а также пульс становится более поверхностным летом и осенью. Далее, переполненный пульс или хонмай, можно сказать, что принадлежит к той же группе поверхностных пульсов. Тело пульса широкое, большое, полное, приходит с силой и уходит, исчезая, словно волны, приходящие на берег, с силой и уходящие бессильно обратно. Есть 3 особенности у этого пульса. Первое – место, поверхностно расположен. Второе – форма, полный и сильный пульс. Третье – моментум, как уже говорилось, приходит с силой, уходит слабым, как морская волна. Означает наличие полного жара в разделе Чи или Янмин. Тут будет трудно объяснить, что это означает, так как болезнь Янмин – это отдельное понятие из трактата Шанхан Забинлун, а отдел Чи – один из 4 отделов Вэй Чи Ин Сюэ, который относится к теории горячих заболеваний Вэнбин. Скажу лишь, что заболевание Янмин часто проявляется в желудке, селезенке и толстом кишечнике. Этот пульс тоже яньский, но в отличие от поверхностного пульса, принадлежит к лету и сердцу, поэтому летом этот пульс может считаться нормой при осмотре. Далее вязкий Ру-Май, поверхностный, тонкий, бессильный, мягкий. Так же, как и поверхностный пульс, он ощущается на верхнем уровне пульса, однако больше напоминает вату, плывущую по воде. В клинике означает пустой синдром, если быть точнее, недостаток и пустота эссенции, крови, ян и энергии, которые могут проявляться как маточные кровотечения, сперматорея, диарея, обильное потоотделение днем, одышка и так далее. Нет энергии, нет крови, значит кровь нечем толкать, а потому появляется такой мягкий пульс. Другая причина пульса – это осложнение селезенки и желудка сыростью. Сырость блокирует ян, что влияет на силу пульса, в итоге превращая его в вязкий. Рассеянный пульс Санмай тоже поверхностный, но разбросанный. На среднем уровне пульса будто и нет, на глубоком тоже. Кроме того, часто сопровождается аритмией, иногда быстрый, иногда медленный, без очевидных пауз. Сила пульса также неравномерна. Рассеянный пульс – это поверхностный пульс без корня, рассеянные словно следы листьев тополя. Пульс означает, что изначальная энергия янчи уходит или эссенция дзин органов исчезает. В особенности пульс наблюдается при опасных для жизни состояниях сердца и почек, а потому на практике встречается не так часто. Полый пульс Коу-Май поверхностный, большой, но пустой на среднем уровне, словно трубка зеленого лука. Пульс тоже мягкий, при нажатии на верхнем и нижнем уровне с 2 сторон кажется полным, но именно на среднем уровне пустой. Встречается у пациентов после большой потери крови, вроде маточного кровотечения, рвоты кровью или кровотечения вследствие внешних травм. Также после потери инь или жидкости из-за рвоты или диареи. Инь не сдерживает ян, отчего он уходит на поверхность, приводя к полному пульсу. При переливании крови или жидкости
Полый пульс пропадает. Барабанный пульс ГМА поверхностный, бьющий по пальцам, пустой в середине, но твердый во внешнем слое, как при нажатии барабана. При пальпации область биения пульса большая, однако при сильном нажатии пульс ощущается бессильным, пустым. В этом плане этот пульс похож на полый пульс. Однако барабанный пульс не только поверхностный, но еще и струнный и твердый. Наблюдается при сильной потере крови, эссенций, обильных месячных и выкидыше. Глубокий пульс – это противоположность поверхностного пульса, при легком натиске не ощущается, только при сильном натиске. При легком касании ощущается недостаток, при сильном – полнота. Особенность пульса в том, что нащупать его можно под кожей и мышцами, ближе к сухожилиям и кости. Так что даже средней силы пальца не хватит, чтобы его ощутить, только при очень сильном нажатии пальцем. Можно догадаться, что глубокий пульс наблюдается при внутреннем синдроме. Грубо говоря, это когда болезнь хроническая и со временем зашла глубоко вовнутрь. Если пульс глубокий и сильный, значит это внутренний полный синдром, вроде застоя чи, пищи, флегмы и жидкости или застоя крови. Если глубокий и слабый, значит внутренний пустой синдром, вроде недостатка чи и крови, янской энергии или недостаточности энергии внутренних органов. Однако этот пульс встречается и у здоровых людей, в особенности у полных с избыточным весом. В противоположность поверхностному пульсу, этот глубокий пульс относится к инь, среди сезонов к зиме, поэтому зимой пульс как бы прячется на глубину, что считается нормальным. Если у человека на обеих руках в 6 местах цун гуанши пульс глубокий и тонкий, то скорее всего это не проявление патологии, а физиологии человека. Скрытый пульс фу май также можно ощутить, только уткнувшись пальцем в саму кость, а в некоторых случаях даже так не получается прощупать. То есть скрытый пульс даже глубже глубокого пульса. Наблюдается у тех пациентов, у которых патоген спрятался внутри. Тут тоже важно объяснить определение заболевания ТКМ TB, буквально закрытие чи. Это заболевание, возникшее по различным причинам, представляющее застой чи тяжелой степени, из-за которого пациент теряет сознание. РБ – закрытие жара, инсульт вследствие жара. ХанБ – то же самое, но вследствие холода и влаги. ТанБ – также припадок и потеря сознания из-за ветра и флегмы. Тонби – невыносимые боли, из-за которых человек может потерять сознание. Также нельзя путать скрытый пульс при тяжелых состояниях с другим симптомом ТКМ, названным вумайджин, то есть болезнь отсутствия пульса, также известная как синдром Такаясу. Это аутоиммунное воспалительное заболевание, поражающее аорту и ее ветви. Болезнь отсутствия пульса проявляется в определенной области конечности, но в остальных частях тела пульс нормальный. Твердый пульс Лаомай – это сочетание 5 пульсов – глубокого, струнного, большого, полного и длинного. Наблюдается при иньском холоде, зарождающемся изнутри, который при осложнении может привести к образованию брюшной опухоли или грыжи. Если при потере крови или недостатке инь все равно наблюдается твердый пульс, это знак тяжелого состояния пациента. Слабый пульс Ро-Май, глубокий, тонкий, без сил, мягкий, также ощущается, когда палец упирается в кость. Наблюдается при пустоте ян или недостатке как чи, так и крови. Все эти 3 субстанции важны для сильного пульса, если их нет, то пульс становится слабым, трудным для пальпации. Итак, это были все пульсы, тесно связанные с поверхностным и глубоким синдромом. Следующие виды пульса будут связаны с скоростью биения пульса, что имеет связь с горячим и холодным синдромом. Редкий пульс Ши-Май меньше 4 ударов во время одного вздоха или меньше 60 ударов в минуту, то есть реже и медленнее нормы. Часто встречается при синдроме холода. Если пульс редкий и сильный, значит холод полный. Если редкий и слабый, значит пустой холод. Объясняется это опять-таки тем, что ян – это активная энергия, толкающая чи и кровь. Холод ограничивает ян и замедляет пульс. Трудность в том, что редкий пульс можно наблюдать и при полном синдроме жара, но проявляется он в сухом стуле или запоре. Якобы это своего рода тоже застой чи, что приводит к замедлению пульса. Есть еще один важный момент. Редкий пульс характерен для профессиональных спортсменов, а также для людей, которые погрузились в глубокую стадию сна. Замедленный пульс Хуан Май, пульс 4 удара на 1 вдох или 60 или 70 ударов в минуту. Первый вид этого пульса – это проявление чи желудка и является нормой здорового человека. Второй пульс ощущается бессильным, расслабленным.
Ритм не быстрый, не медленный, спокойный, но более быстрый, чем редкий пульс. Этот вид пульса характерен при слабости селезенки и желудка на фоне поражения сырости. Кто знаком с теорией китайской медицины, знает, что если селезенка и желудок слабые, то кровь и чи тоже будут в недостатке, что даст отражение на скорости пульса. Шероховатый пульс С Май – брат редкого пульса, но более тонкий, неясный, неравномерный, застойный, словно пила, режущая бамбук. Неравномерный в том смысле, что он может ощущаться то быстрым, то медленным, сила пульса то маленькая, то большая. Наблюдается при застое чи, застое крови, если ощущается сильным, а также при ранении эссенции дзин и недостатке крови, если ощущается слабым. Узловатый пульс Дзиамай. Пульс идет медленно, с нерегулярными паузами. Наблюдается при застое чи из-за полноты инь, застоя крови, холода и флегмы. Тут принцип понятен. Иня много, яня мало, пульс замедляется, застойные явления приводят к паузам. Также узловатый пульс наблюдается при истощении чи и крови вследствие хронического течения заболевания. У здоровых людей этот пульс может проявляться вследствие эмоциональной нестабильности, переутомления, алкогольного опьянения, употребления крепкого концентрированного чая. Быстрый пульс Швоумай – противоположность редкому пульсу от 5 до 7 ударов за вдох или от 90 до 120 ударов в минуту. Часто встречается при синдроме жара, но также наблюдается при внутренней пустоте инь, которая возникает при хроническом течении болезни, так называемый пустой жар. Может проявляться не только при пустоте инь, но также при пустоте чи и крови, в особенности, если это недостаток чи и крови сердца. Торопливый пульс Дзи-Май 7-8 ударов вдох или больше 120 ударов в минуту, быстрее быстрого пульса. Торопливый сильный пульс наблюдается, когда ян экстремально много, что сильно истощает инь. Такое может произойти при обострении горячих заболеваний. Если торопливый пульс слабый, то это пустота ян или когда изначальная юэн-чи энергия истощена. У детей до 3 лет такой пульс считается нормой. Поспешный пульс Цу-Май быстрый, прерывистый, с нерегулярными интервалами. Означает полноту ян или жара, или застой чи, крови, пищи или флегмы. Также встречается при истощении чи внутренних органов. Может наблюдаться у здорового человека при эмоциональной нагрузке, переутомлении, алкогольном опьянении, употреблении крепкого чая. Подвижный пульс Дон-Май наблюдается в средней части запястья, где пальпирует пульс, который называется гуан. Пульс короткий, скользкий, быстрый, сильный, словно дрожащий боб. Встречается после сильного испуга, боли. Следующие виды пульсов будут относиться к группам полного и пустого синдрома. Пустой пульс Сю-Май, из названия которого уже все понятно. На всех 3 частях пальпации пульса не ощущается силы, при нажатии будто пустота под пальцем. Пульс мягкий, его также называют бессильным. Соответственно, наблюдается при пустом синдроме, а в особенности при недостатке чи и крови. Тонкий пульс Си-Май или нитевидный, так как напоминает нить. Ощущается так, будто артерия узкая, но при нажатии не кажется истощенной. Ощущается, как пульс поднимается и опускается под пальцем. Также означает недостаток чи и крови или сырость, которая ограничивает движение чи и крови, делая пульс тонким. Исчезающий пульс Вэй-Май, который в русском переводе ошибочно называют нитевидным. Экстремально тонкий и мягкий, при нажатии кажется истощенным. При легком нажатии не ощущается, при сильном есть не слишком очевидный пульс, будто он есть, а будто и нет. Потому исчезающий пульс наблюдается при экстремальной нехватке чи крови, особенно если это хроническое заболевание. Или при нехватке янской энергии, в особенности ян сердца и почек, особенно если это острое новое заболевание. Прерывистый пульс Дай-Май с регулярными паузами, интервалами, паузы продолжительные. Означает недостаточность внутренних органов, в особенности патологии сердца, а также боль, испуг, травмы после падения. Короткий пульс Дуан-Май и начало и конец пульса ощущаются короткими, часто пальпируются только в средней части запястья. Гуан означает
недостаток или застой чи. Полный пульс ши-май – противоположность пустому пульсу. На всех 3 местах запястья ощущается сила, полнота, твердость под пальцем, поэтому этот пульс также называют сильным пульсом. Наблюдается при полном синдроме, когда патогена много и происходит борьба между патогеном и защитными силами организма. Если при хроническом течении заболевания есть подозрение на пустой синдром, а пульс полный, это не считается нормальным пульсом и может означать трудно лечимое заболевание. Также этот пульс можно увидеть у здоровых людей, часто в сочетании с замедленным пульсом. Если на обеих руках на 6 местах запястья пульс полный, большой, это называют пульс 6 яней, означает полноту чи и крови. Скользкий пульс хуа-май, также известный как гладкий или ускользающий пульс, словно жемчужина на тарелке, которая скатывается от верха чи вниз к цун. Пульс можно ощутить на поверхностном, среднем и глубоком уровне. Наблюдается при сырости и флегме, застое пищи, полном жаре, поражающем уровень крови. Такой пульс можно встретить у здоровых молодых людей в расцвете своих сил и у беременных. Струнный пульс сен-май. Окончание пульса ощущается прямым и длинным. Сам пульс сильный и довольно твердый. При пальпации прямо поднимается и прямо опускается. Степень твердости и силы пульса часто зависит от тяжести заболевания. При легком заболевании напоминает струну музыкального инструмента, при тяжелом – тетиву лука. В самых тяжелых случаях, когда заболевание уже плохо поддается лечению, ощущается, будто пальцем проводишь по краю ножа. Встречается при болезнях печени и желчного пузыря, при боли, скоплении флегмы и жидкости или когда энергия желудка истощена. Также встречается у здоровых пожилых людей или весной. Натянутый пульс дзин-май, будто перетянутая веревка. Это напряженный, сильный, твердый пульс, который как бы сопротивляется пальцу при пальпации. Этот пульс считается сильнее струнного пульса. Но хоть пульс и бьет по пальцу то слева, то справа, тело натянутого пульса считается мягче струнного пульса. Встречается при полном синдроме холода, боли и застоя пищи. Длинный пульс чан-май от начала до конца прямой, по длине превосходящий 3 части запястья цун-гуан-ши. Встречается при янских синдромах, синдромах жара, полном синдроме, но может наблюдаться и у здоровых людей. Признак долголетия пожилых людей – это наличие длинного, скользкого и полного пульса на нижней части запястья ши. И последнее – большой пульс да-май. Хоть тело пульса большое и широкое, но нет бурлящего ощущения. На всех 3 частях запястья пульс большой и спокойный. Часто встречается у здоровых людей, а также при прогрессировании болезней. Это были 28 видов пульсов. Не стесняйтесь писать комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки.